Привет, это Salesmania. Подпишись, расшарь и лайкни. Сегодня поговорим о дебиторской задолженности, что такое операционный цикл и просрочка, и как это контролируют на практике в отделах продаж. Немного крови. Есть термин cash flow. Это поток и отток денег во время деятельности предприятия. А так как аллегория всегда запоминается лучше, то, безусловно, можем сказать, что денежный поток – это кровь для ведения бизнеса. В отделах продаж всегда помнят, что берешь в долг и чужое на время. А когда отдаешь долг, это отдаешь свое и навсегда. Давайте коснемся знаний о видах оплат за товар. Они разные. И в зависимости от партнера, в зависимости от ситуации, они могут применяться также по-разному. Первое традиционное – это предоплата. Все проходят через это. Товар отдается контрагенту только после поступления денег. Вот у производителя есть товар, у клиента есть деньги. Клиент перегоняет деньги на производителя, мы производим проверку о том, что деньги поступили на счет предприятия, и мы отгружаем товар нашему партнеру. Второй вид оплаты – это оплата по факту поставки. Не путать с предоплатой. Что это такое? У нас есть товар, мы поставляем клиенту товар. Как только клиент получает товар по факту поставки, он отправляет нам деньги на счет предприятия. Третий вид оплаты за товар – это самый массовый и самый популярный – отсрочка платежа. Мы произвели товар, отгрузили его нашему партнеру, начал отсчитываться необходимый срок, который мы даем нашему контрагенту по оплате за поставленный товар. Они, как правило, бывают 7 дней, 21 день, месяц, 2 месяца, в зависимости от продукции, в зависимости от ваших партнерских отношений. Когда проходит необходимый срок, то клиент свои финансовые средства перечисляет на счет предприятия. Это и есть отсрочка платежа. Четвертый вид оплаты – это на реализацию или на комиссию. Мы произвели товар, отправили его нашему контрагенту. Контрагент продает товар и перечисляет деньги за определенное количество товара, которое он продал. Опять продает, опять перечисляет. Опять продает, опять перечисляет. Таким образом, клиент меньше рискует своими деньгами, потому что товар находится у него, но он за него еще не оплатил. И только по факту реализации переводит деньги на счет нашего предприятия. И есть еще малоизвестный вид оплаты, это консигнация. Участвуют два участника, консигнант и консигнатор. Мы произвели товар, мы его отправили на нашего партнера, но этот товар находится в собственности нашей компании. Клиент продает наш товар, далее он производит подсчет проданного товара, выкладывает его в некий документ. Этот документ он отправляет нашему предприятию. Мы его проверяем, создаем документ, который позволяет передать право собственности проданного товара на нашего партнера и переводим ему этот документ. Партнер за проданный товар перечисляет нам деньги. Таким образом, право собственности на товар перешло с нас на нашего партнера, и он за проданный товар рассчитался. Следующий момент. ДЗ и ПРДЗ. Дебиторская задолженность – это обездвиживание денежных средств хозяйственной деятельности предприятия, которое сопровождается косвенными потерями в продажах, потому что мы не можем использовать эти денежные средства на усмотрение нашей компании. А еще хуже, есть еще понятие просроченной дебиторской задолженности. Часто ее называют ПРДЗ – просроченная дебиторская задолженность. Что продажи без оплаты за товар – это банальная раздача товара всем желающим. В отделе продаж контроль за дебиторской задолженностью обычно сводится в один емкий файл, в который занесены все направления, все департаменты, либо все отделы продаж на вашей ответственной территории. На данном файле я вам покажу, как осуществляется контроль, как заполняется. Безусловно, это лишь вариант использования.
Вы можете придумать свой, но данный файл я размещу у себя в ссылке под данным видео. Вы можете его спокойно скачать и попробовать трансформировать под свои нужды. Здесь, как вы видите, если мы раскроем весь список, то тут мы видим есть деление на сектора. Как правило, крупный город состоит из нескольких секторов. В каждом секторе есть общая дебиторская задолженность, есть просроченная дебиторская задолженность. Это отношение просроченной дебиторской задолженности к общей. И удельный вес. Важна именно процентное выражение. Здесь на каждый сектор устанавливается норматив, потому что если мы будем постоянно отдавать продукцию в магазины со срочкой платежа, то здесь сумма может расти бесконечно. Поэтому, чтобы не было бесконтрольного роста дебиторской задолженности, ибо дебиторская задолженность — это средства компании, выведенные из оборота, здесь всегда на территории устанавливается верхний лимит. Он, безусловно, может повышаться в зависимости от увеличения оборота и возвращаемой денежной массы, но всегда должен быть предел, который искусственно ограничивает вливание товара на территорию каждым торговым специалистом. К примеру, у нас есть сектор собственной торговой марки STM. Мы установили, что максимальный объем продаж на данную территорию в виде дебиторской задолженности, то есть сумма, которую нам могут быть должны наши партнеры, 5000 рублей, независимо какая сумма. Это в валюте операции региона. На территорию выехал торговый представитель, и 1 числа он продал продукцию на 50 рублей. Все, дебиторская задолженность текущая в этом месяце стала 50 рублей. 2 февраля он ездил по территории и продал еще на 20 рублей. Соответственно, 50 рублей нам еще не вернули. И к дебиторской задолженности добавились еще 20 рублей. 50 плюс 20 стало 70 дебиторская задолженность. Вот она потихонечку начала расти. Следующий 3 числа, 3 февраля, он продал еще 10 рублей, 180 рублей. Потом еще 10 рублей, 90 рублей дебиторская задолженность. 5 февраля он продал, допустим, на 50 рублей. Это будет 140 рублей общая дебиторская задолженность. Но 8 февраля пришел срок оплаты от клиента вот этих 50 рублей. 140 минус 50 у нас остается 90 рублей дебиторской задолженности. Она уменьшится. И здесь текущее среднемесячное значение дебиторской задолженности уменьшилось. Но предположим, что он заплатил не все 50 рублей, а лишь 40 рублей. 10 рублей у него осталось. То есть я сюда заношу 140 минус 40 рублей станет 100 рублей. 10 рублей, которые он задолжал, они перерастут вот в эту просроченную дебиторскую задолженность. Вот сейчас я здесь внесу эти 10 рублей, которые нам задолжал клиент, в просроченную. И здесь обратите внимание, что будет появляться. Вот смотрите, у нас превратились 10 рублей дебиторской задолженности в просроченные. Видите? Здесь в колонке сразу вышли в условном форматировании восклицательные знаки. Почему это произошло? Да потому, что нам не задан порог удельного веса просроченной дебиторской задолженности. Таким образом, это означает, что даже при 1 рубле просроченной задолженности у нас уже дается знак о том, что, внимание, нужно разбираться и необходимо вернуть этот долг. Поэтому для каждой территории, как вы видите, вот здесь, мы устанавливаем некий порог, приемлемый для данного сектора по процентному отношению, сколько клиенты в процентах могут просрочить от общей дебиторской задолженности. К примеру, скажем, 15%. И в данном случае, видите, значок оперативного вмешательства по выбиванию долгов исчез. И эта цифра уже вошла в стандартный параметр, который мы отслеживаем на этом секторе. Таким образом, мы видим, что изменение дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности будет отражаться в строке «Удельный вес», и мы всегда сможем увидеть вовремя, что с данной территории необходимо забирать усиленно те долги, которые начали накапливаться относительно просрочки. Сейчас я вот вам покажу.
Откроем все отделы, и мы вот видим, восклицательными знаками есть сектора, которые требуют пристального внимания и влияния на ситуацию. Вот смотрите, здесь, например, 15% разрешенная просроченная дебиторская задолженность, а у нас уже 17%. Соответственно, здесь значок тревоги, что необходимо влиять на то, чтобы данная масса уменьшалась. Вам нужно прикладывать усилия, чтобы с тех клиентов, а перечень этих клиентов вы всегда можете получить в финансовом контроле или в бухгалтерии, какие клиенты вам какие суммы задолжали, и ехать к ним выбивать долги, чтобы эта сумма уменьшалась. Просроченная дебиторская задолженность классифицируется по времени просрочки на 4 вида. Текущая просроченная дебиторская задолженность – это вся просрочка, которая имеет свой возраст менее 90 дней или равно. Проблемная дебиторка – это все то, что больше 90, но меньше 1 года. Третья перерастает проблемная в хроническую. Ну и безнадежная просрочка – это более 3 лет. Как правило, предприятие прикладывает все усилия, чтобы погасить эту задолженность до превращения в безнадегу. Если это что-то появляется в безнадеге, то списывается за счет убытков, либо за счет других инструментов финансового департамента. Чтобы полностью понять от начала до конца, операционный цикл лучше всего представить в схематичном выражении, растянутом во времени. Мы для изготовления некой продукции закупили сырье и складировали на складе. При этом мы расплатились с поставщиками за сырье, и теперь на нашем хранении имеем изготовленную продукцию, то есть есть товар, но нет денег. Дальше, если это клиент уже проверенный, мы продаем в кредит, не в предоплату, а в кредит. Через некоторое время наш клиент или наш партнер гасит нам за поставленную продукцию деньги от момента погашения нашей кредиторской задолженности и клиентской. Это называется денежный цикл. А вот операционный цикл – это когда возвращенные денежные средства за проданную продукцию от наших партнеров мы снова можем запустить на покупку сырья для изготовления следующей партии товара. Таким образом, операционный цикл – это количество дней, необходимое для превращения запасов и дебиторской задолженности в денежные средства, которые снова могут быть пущены в оборот. Схематично это можно увидеть так. Есть некая фабрика и есть территории распространения или продаж, дистрибуции наших продуктов. Есть наш склад. Мы произвели продукцию, через наш склад развезли ее по территориям. Наши партнеры продали эту продукцию, и эти деньги вернулись к нам обратно на производство для закупки последующих ингредиентов для нашей продукции. Благодарю за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этой информацией со своими знакомыми.